Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Всем здравия и света божественной любви. Я долго думала, как сообщить вам, уважаемые коллеги по созидательному труду на земле, друзья и даже случайные на первый взгляд зрители. Хотя я точно знаю, случайности не бывают. И вот думала, как же вот эту информацию вам подать. И вот 2 дня назад эта информация стала вот этим спуском, нажатием, движением вот этой важной информации, которую я хочу сегодня донести для вас. И это очень важно перед посевной, когда только начинаются основные посевы семян овощей. Итак, 6 января 2022 года очень многие мировые интернет-ресурсы стали передавать вот эту информацию. Ученые зафиксировали гигантский выброс энергии на одном из магнитаров. За долю секунды вспышка высвободила столько энергии, сколько наше Солнце производит за 100 тысяч лет. Эквивалент энергии, выброшенный всего за 0,16 секунды, равняется 1 миллиарду солнц. Магнитар, на котором произошла вот эта мощнейшая вспышка, находится в галактике Скульптор. И еще совсем немного информации о магнитарах. Почему так это важно? Магнитары – это нейтронные звезды с сильнейшими магнитными полями, которые в 1000 раз сильнее, чем у других нейтронных звезд. Зачем нам эти магнитары и их вспышки? Спросите вы. Активность магнитаров стала нарастать с 2012 года. И я за этим слежу, потому что каждая вспышка очень проявляется на моей жизни, на жизни моих родных и на растениях, с которыми я занимаюсь. Но последние 2 вспышки в начале июня 2021 года и вот это в первых числах января 2022 года словно осветили всю картину того, что делаем мы, человеки на Земле. У меня постоянно много вопросов к Творцу, к Первосоздателю. И вот из галактики Скульптор, помните, я говорила, откуда магнитар засветился? Галактика называется Скульптор. Отсюда пришел очередной ответ на мой очередной вопрос. Вы обратили на название галактики? Скульптор. Кто такой скульптор? Тот, кто творит силой мыслей, силой своих рук настоящие шедевры. И теперь более полный шедевр того, что делаем мы с вами на Земле, вернее, скульптор, создатель, первотворец, через наши тела, наши сердца. Он творит чудеса с помощью света своей же божественной любви, которую посылает землянам в эти дни января через магнитары или же с помощью магнитаров. Раньше мы не были готовы к этому. Сегодня готовы. И вот эта важная информация сейчас прозвучит. Посмотрите на эту картинку. Творец – это бесконечность. Это различная масса вселенных, галактик. Это бесконечное творение. И все здесь очень красиво организовано с одной целью. Первотворец, оставаясь главным действующим лицом, создал для себя и для нас, его творений, человеков, особую игру на Земле. Интересную игру, когда часть Творца погрузилась в плотную материю. Словно по винтовой лестнице целые эпохи Земля и все, что на ней жило, цвело, бегало, творило, в том числе и человек, все это погружалось все ниже и ниже в плотную материю. И вот мы достигли дна. И все начинается теперь в движении обратном, потому что дальше уже некуда двигаться вниз.
Для этого, чтобы мы поднимались, задействовано столько сил и участников, космических участников, что просто дух захватывает. Магнитары– это только часть энергетических существ, которые, попадая в плотную материю, склоняют когда-то горячие энергии света божественной любви, которые находятся в каждой клеточке материи, к действию, склоняют к работе, к преобразованию холодных составляющих всего космоса. И что же человек? Это тоже материя. Что же нам нужно понять? Что нужно сделать, чтобы стать яркой звездой? Яркой звездой части одного целого. Да, мы все части одного целого, и мы это должны понять. И человек – это звезда, это мощный энергетический шар. И магнитары буквально купают сейчас каждого человека в этой божественной энергии любви. Для чего они это делают? А для того, чтобы каждый вспомнил свою истинную задачу в этом мире, в этой плотной реальности. И эта задача звучит так: преобразование плотной материи и просветление мира. Просветление, снова же, всех составляющих этой материи, этого мира. Вот здесь и зарыт главный секрет того, что должен делать человек. И особо это касается тех, кто трудится на земле, кто трудится с различными растениями. И я вам уже об этом говорю третий год, это точно. Еще и непонятно до сих пор, где же этот секрет, о котором вы рассказываете, спросят многие. Тогда идем дальше. Здесь на помощь приходит астрология. И из всей астрологии возьмем знак Телец. Этот знак неспроста стал любимым временем для посевов семян, для посадок и других агроприемов, не только для меня и для моей семьи. Все больше наших коллег отвечают и отмечают всю ту же особенность Тельца. Так вот, астрологи утверждают, что знак Телец относится к категории питания личности. Но чтобы вкусно поесть, нужно предпринять какие-то действия. Ближе к этим действиям это те, кого называем мы огородники, дачники, любые земледельцы. Так вот, питание – это интереснейший индивидуальный процесс просветления плотных и костных структур Земли. И его осуществляет человек. Пока мы сеем семена, выращиваем растения, а на них ждем уже и выращиваем витаминные плоды, ягоды, а затем собираем спелые огурчики, помидорчики, яблочки, клубничку. Можем сразу их съедать или делаем из них салаты, различные вкусняшки. Затем мы ловим рыбу, кто-то ловит креветки, выращивает птицу. И вот со всего этого вместе готовится с овощами, в супах, в борщах. Разные блюда. Это настоящее волшебство, которого ждут те же растения, та же рыба или птица. Все, что мы выращиваем, соединяем, варим, парим, тушим, заготавливаем. Это наша эволюционная обязанность. Повторю, все, что мы с вами делаем, выращивая, а затем перерабатывая и превращая в прекрасное питание, это наша эволюционная обязанность. Это не просто питание, это наша обязанность. Вся пища, даже после обработки, это еще не развитая субстанция. Но проходя через наши органы пищеварения, тот же помидор меняется на качественном уровне. Вот почему я уже много лет говорю о том, что когда-то рассказывала моя бабушка. Все живое на земле, она говорила, и запомни это, и все это слышит, слушает нас внимательно. Только нужно говорить с этой семечкой, с растением и с благодарностью принимать их витаминные подарки, плоды, ягоды. Давайте сделаем небольшой вывод из всего вышесказанного.
Человек на Земле – это один из главных проводников солнечной энергии Солнца и Первотворца. Человек – сын Творца и посланник на Земле. Он обладает их качествами и способностями, потому что создан по образу и подобию. Человек должен, обязан просветлять плотную энергию через работу с разными материальными формами, в том числе через питание, через накопление благ. Теперь мы понимаем, почему только сейчас начинается массовый исход из городов в сельскую местность. Только на земле человек становится тем творцом, который создает своими руками питание из растений, из животных, которых выращивают, из птицы, рыбы. И не только выращивает вот эти плотные формы, но и через приготовление различных блюд создает новые качественные характеристики. Съедая приготовленную пищу, мы опять же помогаем эволюционному развитию еще юных душ в виде растений. Очень важный момент, прошу обратить внимание. Момент нынче такой, что множество душ, только начинающих свой путь к свету через материю, не могут себя испытать в оставшееся короткое время, рождаясь человеком. Очень долго мы сами с вами шли вот этот путь, и были и травой, и камнем, и водой. И вот это мы долго-долго проходили. Сейчас этого времени уже нет. Поэтому вот эти юные, новые души, только родившиеся, они прибегают к помощи человека, к нашей помощи. Они готовы расти травой, цветами, растениями, только бы получить уникальную возможность пройти через организм человека. Вы скажете, цветы и трава, они не проходят. Да ведь это красота этих цветов. Она буквально, вот эта переработка этой энергии дает импульс вот этим растениям. И тоже изменяется качество этой души. Это очень интересно, и темы будут еще дальше интереснее, но вот сегодня я хочу вот этим поделиться. Представляете, вот это чудо, в вашей руке семечко. Это живая, плотная субстанция, но в ней есть юная душа, совсем младенец. И только благодаря вам она сможет пройти очень быстрый, качественный скачок просветления. Но чтобы этот волшебный процесс осуществился, нужно с любовью и добрыми напутствиями встретить эту душу в семечке. И не только поприветствовать ее. Важно дать ей своей энергией, своими руками, дать ей жизнь, посеяв или посадив ее именно в благоприятное время солнечно-лунного цикла. Если мы посеем семечку, возьмем в дни Водолея, то душа не получит ожидаемого просветления. Поэтому так важно ответственно относиться к самому времени посевов, посадок, ко всем агроприемам, которые дадут возможность вот этой нежной семечке, этому младенцу душе превратиться в красивое, здоровое растение с вкусными плодами, витаминными листиками, ягодками. Ну и душа сразу такой эволюционный скачок пройдет через наш организм. Вот для этого мы и составляем агрогороскопы на основании многолетнего опыта и знаний и делимся со всеми без какой-либо оплаты. Я знаю, что вот идет информация, получай, испытывай, передавай людям. И это мы делаем с Александром с большим удовольствием. И еще одна мысль, которая меня преследует с прошлого года. Мне интересно, как же будет проявлять себя Уран в Тельце, который будет находиться до 2026 года. Как он будет вести человека, заставлять становиться Творцом? Это вот очень интересная вещь. Теперь я точно знаю, что истинное богатство –
это, кстати, и многие теперь поймут, это здоровое тело, здоровое питание, все необходимое здесь и сейчас для здоровой, счастливой жизни. Уран в Тельце дает тем, кто будет умело управлять материей без ущерба для себя и окружающего мира, и без ущерба для Земли, для ее вод, для почвы. Поэтому так активно сейчас развиваются экологически чистые технологии выращивания растений, птиц и животных. И это все, напоминаю, наши партнеры по игре перехода в новую эпоху, золотую эпоху. Все, что окружает нас, с чем мы работаем, все это наши партнеры. Да, они маленькие еще, юные души, но это наши партнеры, и мы когда-то были такими. Давайте их уважать и помогать им. Помогая другим, неразвитым субстанциям, мы их меняем на качественном уровне и сами становимся своеобразными нейтронными звездами, магнитарами. Человек пока маленькая звезда, маленький магнитар. И эту программу включают сейчас космические магнитары из разных галактик, чтобы мы стали новыми, сверхновыми творцами, полноправными сыновьями и дочерьми Первотворца Создателя. Так надеюсь, что вы, уважаемые творцы, звезды, именно так хочется вас назвать, потому что вы и есть творцы звезды, чтобы вы услышали правду о себе, о своих, на первый взгляд, таких простых задачах. Напишите, резонирует ли эта информация с вашими сердцами. А мы, авторы канала Раиса Греченко, Александр Волик, сегодня прощаемся с вами. До новых встреч на нашем канале.